Вот у кого-то гаражик здесь. Это вот дом жилой. Тут вообще Беверли-Хиллз отдыхает просто. How much for tacos? No English. Тачки все как у нас. Что это такое? Ребятушки, buenas tardes, как говорится, приветствуем вас в Мексике. Столько раз были в соседней Америке. Ночь, 2 часа ночи. Ну, можно разбудить соседа. И к своему стыду, к сожалению, ни разу не были в Мексике. А выяснилось, что попасть сюда с российским паспортом проще... Шумновато сегодня. Проще простого. Виза делается буквально за 5 минут. Перелет прямой до Кубы, где мы, кстати, тоже недавно были. Это подъезд, чувак. Это подъезд жилого дома. Посмотри. Посмотри на логистику проводов. Специальная ссылка внизу, рекомендуем посмотреть. И потом 2,5 часа, довольно недорого, до Мексики. Сегодня, ребятки, посмотрим с вами цены и разное другое, что встретится нам по пути в Мехико, столице Мексики. Что к чему, обзор, погнали. На самом деле у нас, как обычно, был какой-то план. Планировали начать с Apple Store, который здесь официально есть, но на нашем районе, вот недалеко от нашего отеля, магазин китайских автомобилей. Причем там Chery, Амода и еще какие-то бренды в одном салоне. Также вот мы начали гулять, ходить по району, смотреть, что к чему. И в отличие от Кубы, от Гаваны, где мы недавно были, какая-то тотальная разница. Стоят палаточки, ларьки, чипсы, вода. Дорогие автомобили ездят. Вот тоже интересная сущность. Выделенная полоса для автобусов. В Мексике отличное метро. Есть троллейбусы, есть обычные автобусы. Маршрутки есть. Вот эта вот маршруточка едет. Есть поменьше, есть побольше. И ощущаешь себя здесь, вот по первым впечатлениям, ну не как дома, но почти как дома. Тут все такие добрые, общительные. Так, аккуратненько. Видали, какой здоровый? Это называется метробус. По выделенной полосе ездит без пробок. Уличная торговля в Мехико. Полно разных вариантов пообедать, позавтракать и поужинать. Это смузи. И вот такое. Все очень дружелюбны. Все улыбаются. How much for tacos? No English. Okay. Excuse me. How much for tacos? No English? Okay. Вот это, честно говоря, загадка. Америка рядом, и многие вроде как стараются туда попасть. Почувствовали? Техас. Но вот мы заметили, что во многих кафе, ресторанах на английском мало кто говорит. То есть людям здесь хорошо. Многим мексиканцам вообще никуда не хочется ехать. Тут хорошие рестораны, есть китайские автомобили, дороги есть, метробусы есть, такси ездят. А? Вторник, 10 утра в Мексике. Музыка играет. Клево. Идем. Огроменный салон китайских тачек. В Мексике Chery – это Chery. Тачки все как у нас. Смотри, прям Амода C5. О, новый Chery. В России пока такой не завезли. Видимо, скоро в продаже. 356 900 мексиканцев. Что там по курсу? Hello? Can I ask a price for a Moda C5? No English? Really? Oh. Price, how money? Окей. 505 900. Gracias. А Джаку еще, да, глянем? 745 тысяч, 1.6 турбо. Тачка один в один, как у нас. Как в каршеринге, прям один в один. Здесь, помимо огромных салонов китайских автомобилей, есть, допустим, русские рестораны и российские магазины. Есть магазин деликатесов от Бориса. «25 минут ехать на автобусе, остановка там, пойдем».
Вот буквально вот просто рандомное какое-то мексиканское заведение. Тут столько классных кафе, ресторанов и столько классных тачек. Команда, узнаешь? Как сегодня денек? Вот какое-то рандомное заведение. Пора. Beautiful. Средняя цена на блюдо на завтраке 110-115 песо. Есть вот тортилья за 200, кофе стоит 50 песо. Красавец. Но при этом отходишь 15 метров и начинается вот такое. Это можно трогать? Я думаю, не стоит. Причем непонятно, люди из Мексики, многие мексиканцы едут в Америку, и вот слева, посмотри, перепад высот какой, посмотри, на полметра поднялся вверх. Дрожь земли точно. Многие мексиканцы едут в Америку и следят вот как раз вот за этим. Вот это все равняют, делают. Но почему-то в самой Мексике нет людей, которые вот следят за этим. Вот это что такое болтается? Кабель какой-то. Просто кабель свисает вот сверху. Какие дома есть в Мексике? В Мехико, в частности. Панорамное остекление, все в бетоне и зеленое. А или вот какая штука? Это университет. Лас-Америкас университет. Или вот еще. Просто какое-то рандомное заведение. Мы таких сегодня, вот, наверное, с десяток увидели. Какая-то красивая модная кофейня. Всякие вот эти бенедикты, авокадо, тосты. Полным-полно. Во-ба-ба-ба. Тут рекорд установили. Но это же как-то опасно, что так провода прям торчат. Чувствуешь запах? Не, сигареты. Торговля повсюду. Какие-то чипсы, печеньки. Вот куда ни пойдешь. Сэндвичи какие-то, пирожки. Что это такое? Это дом? А это стоячие, я так понимаю, только там места. Это отель, видимо. И такая торговля идет. Причем она как-то никак не регулируется. Как будто кто где хочет, там встает и торгует. Работает Google, показывает с точностью до минуты время прибытия автобусов. Написано в Гугле, что какой-то 19G. И тут никакого ни номера, вообще ничего нет. Тут только вот направление указано, видимо, линия, по которой он ходит. Короче, мы решили Uber вызвать. Мы давно уже стоим тут. Вот смотри, вот идет автобус. Ну да. Вот идет автобус. Номера нет, линии. Дирекцион, да, направление. А вот маршрутка. Прямо на дороге высадил. Он здесь, говорит, выходи. Ваш водитель уже здесь. Да, это нам, пойдем. Мы здесь. Тихо. Едем. Окей, gracias. Итак, Uber Econom X называется поездочка, обошлась нам в 69 песо. Ехали сколько минут? 12, а на автобусе было 25. Ну вот тут уже как-то немножко уже победнее, попроще. Где Борис? Да ладно, подожди, серьезно? Мы заходим тоже. Да. Здрасте. Белочка бабаевская, 180 песо. Радфронт, карамель, 120 песо. Мишка косолапый, вафли, 130 песо. Гречка 170. Перловка 90. Здрасте вам. Здравствуйте. Можно ли пару вопросиков задать? Откуда столько добра? Кто это возит? Кто этим занимается? Это все привозится из США. Кефир. Домашняя сметана. А вы живете, да, в Мехико? А чем занимаетесь тут? Пока работаю здесь. А как тут оказались? Здесь просто много друзей. Русскоязычных много живет? Да, очень. А вы родом откуда? Я из Сибири, Откуда? из Кемерово. А сколько стоит жилье снимать? Если где-то в центре, в среднем однокомнатная квартира, студия будет стоить порядка 20 тысяч. В других отдаленных районах, ну не самых супер безопасных, Так. то там... А есть такой, да? Да. You are going the wrong way down the street.
сколько нужно денег, чтобы комфортно жить вот в Мехико? Возможно, себе путешествовать. Чуть-чуть поездить, Да. квартира более-менее толковая, на такси там когда-то поездить. 50 тысяч песо. А еда здесь довольно дешевая, на самом деле. Не дешевая? Дешевая. А, дешевая? Здравствуйте. Смотри, колбаса, рыбка, сыр и корочка продается из Америки. Минералочка, боржоми, очаковская рыбка, майонез. Извините, можно вопросик задать? А вы откуда родом, если не секрет? Родилась Да. в Грузии, Так. училась в Питере. Нравится вам здесь? Ну, уже с 2003 года. Ну, Если бы не нравилось. Ну, логично. И больше в Идальго. Уже много лет там живем. Очень нравится. Столицы. Нет. Мы строим раньше уже лет, наверное, 7 Ранчо, классно. в Идальго. Ага. Там двери не закрываем. Соседи смотрят за всем. По-другому ощущается. А вот распространенная история, что большинство мексиканцев хочет перелезть через забор, и вот... Ну, потому что всегда трава зеленее. Но так ли это? Это про Во это... всем. Это во всем мире, наверное, так. Мои одноклассники из Да. Питера думают, что здесь, если они переедут, все проблемы будут решаться. Человеческое Ага. желание не видеть того, что хорошо У в себя. данном месте, Да. и думать, вот я перееду куда-то, но Да. ты же переезжаешь с тобой, Ага. куда ты уедешь от себя. Если тебе плохо здесь, Да. не факт, что в другом месте будет лучше. Ну а в общем, мексиканцы, конечно, намного комфортнее. Они тебя принимают. Да. Мы это заметили. Да, Как так вас что, зовут? да, Вика. Очень приятно. Спасибо большое. Спасибо. Рад знакомству. Хорошего дня. Спасибо. О, сколько тут бизнесов. А как выйти-то? Раз. О. Интересно. Опаньки. Все по... Камера висит. Пойдем отсюда. Решетка. Здрасте. Здрасте. Ребятушки, решили прогуляться пешком. Пока идем, несколько интересных фактов о Мексике. Мексика – официально Мексиканские Соединенные Штаты, государство в Северной Америке. На севере граничит с Соединенными Штатами Америки, США. На юго-востоке с Белизом и Гватемалой. На западе омывается водами Калифорнийского залива и Тихого океана. На востоке водами Атлантического океана, Мексиканского залива, пока что Мексиканского, и Карибского моря. Эх, красота. Добро пожаловать на Карибы. И опять же, вот смотри, мы отъехали от центра, да, вот там были красивые дома там какие-то, и вот тут тоже какая архитектура. Квартирку арендовать можно в очень даже симпотном доме. А деревья какие! И это в феврале месяце. Вот такая красота. Дальше. Население страны примерно 130 миллионов человек. Это крупнейшая в мире испаноязычная страна. Валюта мексиканский песо, курс вот такой вот. Тут что продают? Популярное место. Тоже такос. Хочешь такос? Может, перекусим? Или поработаем пока? Пока поработаем, хотя уже прям хочется. Такое все сочное, вкусное. 2 миллиона 135 тысяч. Что тут самое недорогое есть? 377 тысяч. Chevrolet Aveo седан 2025 года. Такой вот SUV. Captiva 2025 года. 577 тысяч. Пойдем. О! Имбирь, лук и право. Рено? Неужели кто-то Рено тут покупает? Excuse me, what is your cheapest car? Cheapest. Quid? How much? Ну, конечно, механика и такое все, но миллион. А подожди, а самая дешевая Гранта или что там? Эта машина в комплектации Classic 24 кондиционер стоит 1 миллион 47 тысяч рублей. Ну, сравним. Да. Ну вот, 220 тысяч. Мойка от 100 песо. О, Вупа, сколько стоит это купить? А, рентадо 10 тысяч. А вот за полтос 40 метров сдается. 12 тысяч 60 метров. Купить квартиру, самое недорогое тут 250. Вот. Квартира 67 метров. А что-то вот получше 3 850, 3 950. Московские цены, я бы сказал. А как они вот так место выбирали для ресторана «Колобок»? Почему вот здесь? Вроде не туристическая улица. А «Колобок». Меню все знакомое. Борщ 105. Шашлык
193, котлет по-киевски 209, рассольник 94. Что-то никого нет. Hola, English? Здравствуйте. Someone who speaks Russian? Yes, 1 minute. Okay. No? No one? All right. Okay, gracias. Gracias. Ну, что-то даже и поговорить-то не с кем, никого нет. Хотя время обеда, 12 часов. Пора ехать в Apple Store. Там еще будет Tesla по пути, продуктовый магазин и встречаемся с Мишей. Погнали. Миша живет в Мексике. Какой-то рандомный продуктовый. Вот, туалетная бумага, 6 рулонов, 32 песо, 32,50. О, это прям американская витрина. В Америке в магаз заходишь один в один. Иди сюда покажу, смотри. Там сзади люди ходят и загружают оттуда, да. Sir! Oh, wow, what in the? What are you doing? There's a guy looking for fresh milk. Okay, well, this one's good to the beginning of the year. Oh, that's amazing! Excuse me, English? English? No? Okay. О, тут есть платные парковки. По приложению можно оплатить. Что, собака? А, вот. Вот на уровне лица прям. Не знаю, там есть ток, нету. Тут люди вон запутались в проводах, только что прошли вон. Да, тоже интересно. Короче, ближе к делу. Тут магазин Adidas. Вроде как оригинальный. Застолбили парковку. Вот он. Это самый крутой магазин Adidas, который я видел. Это дворец какой-то. Это для собак. Мексика этим крута. За всю Мексику говорить, конечно, не будем. Мы в других городах не были. Но вот Мехико мы уже прям вот много обошли. Оля. Я что-то такого даже не видел. Ни в одном Адидасе, ни в Китае. 4299. Ну, за лимиточку-то. 2300. 200. 2300. 10 тысяч. Зато оригинал. 200. Наш ценник обычно на подошве. Тут надо в колодец туда заглянуть куда-то. Где? Что-то я даже не вижу. Блин, газ просто шедевр. Куда ни посмотри. Вот это здание не отхватили, а? Это что, штаны такие? Это сейчас модно вот такое носить? Смело. Оу. А что это такое? Стекло. Это настоящее? Gracias. Офигеть, логистика мусора. Там уже все заполнилось. Михалыч, клади сюда, туда закинь. И вон сверху еще по контуру. Метро! Наконец-то! Нашли метро. Ой, ё-моё. Блин, удобно лежать на этой штуке? Это уборщик 90 уровня. Не 80-го, 90-го. Выглядит аппетитно. На самом деле, нам сюда не особо надо. По прямой на такси было бы сильно быстрее, но... Большое метро. Hola, two tickets. Чё? Прикольно, там заготовленные надписи разные на английском языке. Мне показывают. Tickets. Окей, one card. Окей, прикладываю. Все. Gracias. Смотри, какие колеса. Мне кажется, аэродинамика головного вагона минимальная. Какие-то тут суровые все очень. Блин, я вижу туннель, как там поезд поворачивает. Прям весь поворот было видно. Что-то народное начинается, какие-то рынки, какие-то ларьки. Прям резко все другое стало. Трусы вот оранжевые продают. Вот тут, наверное, телефон лучше убрать из заднего кармана. Что-то я не ожидал такого. Наша знакомая, да. Туалет, 7 песос. Пойдешь в туалет? Пойдем. Да сходи, ты чё? Еще 55 секунд. Чё? Он хотел нам продать, а это хотел... Porque su marido, Английс, но pero español. inglés no mal, No inglés. Gabacho, А? todos primos de Donald Trump, Ну, пальцем можно так в лицо не тыкать, все нормально. Я... así Да, igualmente, dos quieren, my fuck you, cierto. Окей. Это как-то резко тут все по-другому стало.
Блин, одна станция разницы. Покататься хочешь? Запахи жесть. Ага, это вход на рынок. Это что, напитки? Или шампуни какие-то? Шампунь на разлив. Ну, прям тут едят. Вот тут сильно дешевле. How much? 350? Это что, 2000 рублей? Окей, gracias. Ну, уже хорошие цены. Еще и поторговаться, наверное, можно. Вызываем такси. Новая Kia K3. Первый раз такой видим. Здесь задний ряд, годы идут, не меняется. Спереди что-то там вот делают, какие-то интерфейсы. Ну вот задний ряд вот такой. Едем. Gracias, сеньор. Фига себе, Мексика. Какие-то все тут модные. Генералы какие-то вот ходят. Луи Виттон, Land Rover, Rolex. Я думаю, у нас на районе круто. Это вот жилые дома. Целая улица туда вон уходит, этих домов. У кого-то кактус он там классный. Таких вот домов много. А вон дальше целая улица. Вон тачки ездят американские. Какие дома тут крутые. Даже в Америке такие не везде встретишь. Круто. Ну, то есть прям радостно, что вот в Мексике можно зарабатывать и не где-то там за 5-метровым забором жить, а вот, пожалуйста. У кого-то вообще даже и забора нет. Квартира, да, и даже штор нет у людей. Любопытно. Тут все на стиле. Кирилл, сюда. Смотри, какой чувак. Как из кино. Знаешь, похож на кого? Мир Дикого Запада, там этот, который салун грабил. Кресла вот продают. Зайдем. Model 3 новая стоит. А вон ценник. 782 550 Tesla Model Y. А Model 3 стоит 740. Вот эта машина 749 тысяч. Покажи салон, пожалуйста. 3,5 миллиона рублей. Good? Good Tesla? Окей. Эх, да. Ну вон цены-то указаны. Что-то можно было далеко не ходить. Apple Store. Вот у кого-то гаражик здесь. Это вот дом жилой. Тут вообще Беверли-Хиллз отдыхает просто. И газоны как пострижены. Идеально. Деревья все вот снизу пострижены. И газоны все сверху. У кого-то дом в золоте. Посмотри. Ребятушки, что-то какой-то сдвиг сознания, потому что это жилой один из многих, не один. Это вот квартиры там у людей. Вот сверху вниз это вот. Кто-то себе там сад сделал, кто-то просто оставил. Опять же, масштаб района, размеры его, он огромный. Это не какие-то там 5 домов тут, олигархов. Это люди живут по красоте. Zara, Pull&Bear, блин, знакомое название. Massimo Dutti, это что такое, Chevrolet, электрический что ли? RS, Blazer, EV, да, электро. А ценник не указан. А это что такое? Это Buick, кажется. Buick Envista какой-то. 24-го года. Цены тоже нет. Стив Мэдден. Ты понял откуда? Ты не знаешь мемчик про Стива Мэддена? Эх, Кирилл. Во, Кадиллак новый, универсал. Это Lyriq универсал, да. Интересный. Тут что-то какое-то все богатое. Вон здание красивое, вон какой-то дизайн. Тут какой-то газон. Плитка дорогая по ней, машины причем ездят, не только люди ходят. iPhone 16, 19 999, 128 гигов, 256, 22 499, но налоги возможно еще. Прошка стоит 25 999. Чехлы все те же, смотреть нечего, компы нам не нужны. Пойдем в продуктовый магазин. Смотри, как красиво. И еще что-то строят. Какой у него рюкзак стильный. Cartier, iPhone 16 Pro. И вот мы отошли
20 или 15 секунд, вот там, 100 метров. И при этом сколько людей здесь обедают в пиджаках, все в рубашках. Это он, сказали, небольшой продуктовый магазин, вон торчит. Так, переходим. Внезапно. Я вот запарковал велик здесь. На ты? Да, конечно. На велосипеде? Да, На прокатном? да, Миша или Михаил? Миша. 600 песо в год, если что. 600 песо в год. А что это вот такое? Это музей Сумая, музей искусств, Ага. самый, наверное, большой в Мексике. Красивый. Создан по инициативе самого богатого мексиканца. Пару слов о себе. Мы с женой работали удаленно. Начиная с ковида уже примерно начали работать удаленно. Ясно. Чем занимались? Я маркетолог. В университете закончил прям. Работаю по специальности, что Так. называется. Жена дизайнер Ага. интерфейсов. Почему Мексика? Мы жили, по-моему, в Таиланде. Жене начали говорить на работе, а может быть, ты переедешь в Мексику, потому что их компания работает на мексиканский рынок, это финтех. Вот так. И ей сделали официальное предложение Да. по релокации сюда, и мы, я говорю, поехали. А откуда родом сам? Челябинская область. Челябинск. А жена? Жена из Перми. Так, это что у нас? Это Чедрао, огромный супермаркет. 30 с лишним касс. Да. Вообще мы заказываем в интернете очень много. То есть тут есть сервис Хусто такой. Ага. Ты типа заказываешь, тебе привозят на дом. Ну все, что Чтобы не хочешь. ходить. Но Да. магазин популярный. Да, да. Давайте глянем, сколько помидоры стоят. У нас вопрос номер 1. Кстати, про помидоры Первый. интересный факт. Само слово томат, Да. оно мексиканское. До испанского периода, хитоматы. Ага. Есть 3 знаменитые вещи в мире, которые родом из Мексики. Авокадо, томаты Ага. и чоколаты. Прости, в супермаркете продаются мотоциклы. 53 990 песо. Мотик можно купить. 19 999. Как ты тут, если можно рассказать об этом, легализовался? Моей жене предложили переехать на рынок, Ага. где компания работает, и я просто как +1 переехал. Я по закону имею право. Жену официально оформили, компания. да, да. И ты типа с ней. за Ну да, компанию. да. Меня тоже в ее компания помогла мне оформить. Насколько сложно все это? Изи. Я думал, будет сложнее. Вот, кстати, внимание, абанеро. Что это такое? Супер острая штука, ребята. Но я их ем как орешки. Скушаешь? После Таиланда не страшно. 31 песо бананы. Кто и зачем так рвется в Америку отсюда? Тут же клево. Ну тут ты смотри, тут же офигеть как хорошо. Сколько зарплаты здесь? Слушай, по моим ощущениям, ну, где-то в районе $1000 это маленькая зарплата здесь, ну, типа такая база. Американских. Ниже которой- Американских долларов, да, да. Из приколов здесь еще 2 вулкана, один из них, который постоянно Про действующий. землетрясение тоже слышали. да? Землетрясение, да, тоже отдельный прикол. Вот совсем недавно у меня первый раз была ночная тревога, я проснулся. Прям гудело? Телефоны? Телефоны с улицы, все нифига гудело. себе. Ну, что ты успеешь сделать? Я ушел до входной двери и стоял там, пока не понял, что ложная Понятно. тревога. Мы еще там живем на 30-м этаже. У вас арендная квартира. Да, да. Сколько стоит аренда? Студия плюс бедрум. В приличном доме с охраной, со спортивным залом и всякое такое. Нифига ты, это хороший дом. Да, $1000+. Здесь по закону нельзя повышать цены больше, чем уровень инфляции. В этом году был 7%. А оплата за квартиру у вас официальная? Да, Или типа на контракт Сбер с переводится? гарантией у юристов на случай, И что- всегда так? Если ты иностранец, то, скорее всего, да. Вы офигели помидоры разбрасывать? На Камчатке тут такое, день работы. О, авокадо, снова по Да. 70 песо. Быстрый домашний интернет, 600 песо. Мобильная связь, 150-200 песо. Вот, кстати, Кока-Кола тоже национальное достояние Мексики. Почему национальное достояние? Ну, самое большое потребление продукта в мире. Когда я приехала в Штаты, я удивилась, что здесь в меню в ресторанах есть обычная кола, американская, а есть кола, которая более дорогая, мексиканская. В мексиканской кока-коле используется тростниковый сахар, который как бы считается более натуральным и здоровым, а в американской кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы. Кстати, нельзя говорить кола здесь. Почему? Потому что Это так переводится? это, типа, да. 17,50. $1, да. Дешевле 100 рублей. Джинсы сколько стоят? 469 песо. Ты был где-то еще кроме Мехико? Да, да. Где? Пуэрто-Вальярта, это курортный город. В Канкуне был? В Канкуне вот лечу скоро. Был в Пуэрто-Эскондидо, это мое второе любимое место в Мексике после Мехико. Очень классный теплый океан и комьюнити интересные. Русскоязычных много здесь? Здесь много. Да? Да, Чем народ занимается? Много айтишки, короче. Прямо русскоязычных команд. Из тех названий, которые вы, наверное, знаете, InDrive. InDrive. Safe rides for a fair price. У них здесь Что они делают?
Что? А если не удаленка, если не IT, здесь можно что-то делать? Нужен классный испанский. Поваром. Можно? Да, я думаю, да. Почему нет? Тут, в общем, огромный рынок всего. Если ты иностранец, тебе нужно выучить испанский язык, потому что испанский здесь реально нужен. Английский просто мало знают. Даже в отеле не всегда тебе скажут по-английски. И в магазине. Тем не менее, здесь есть международные компании, международные бренды, где и люди говорят на английском. Есть какие-то минусы? Вот давай-ка вот об этом скажем. Медицина, да, вот хороший вопрос. Прием в нормальной клинике у врача-специалиста это примерно 1700-2000 песо, $100, типа в районе того. Да, не дешево. Дороговато, да. Как в Москве в хорошей частной клинике. Рентген стоит 1100 песо. Нету каршеринга вообще как явление. Это такой, оно мало где есть на самом деле. Да. На окраинах был где-нибудь? В мутных районах? Да. Muy peligroso por aquí. Ajá. Okay. ¿Para dónde van? No sé, queremos buscar este barrio y comer algo. Pero por aquí Pero este peligroso. barrio es muy peligroso. For this street? В целом, слушай, если светит солнце и ты по-испански можешь что-то сказать, Так. в принципе, окей. По умолчанию никто тебе зла не желает. Ходят легенды и про полицию, и про гангстеров. Вторая моя гипотеза про почему авокадо дорогие, это про то, что все знают, что сейчас лимоны и авокадо — это сфера интересов тех ребят, которыми пугают всех в Мексике картели. Они их продают как лимоны, или они им зачем-то не в лимонах что-то это самое транспортируют? Вот оказалось, что это достаточно маржинальный продукт, чтобы зарабатывать достаточно... Лимоны? Лимоны и авокадо. Экспорт в Америку. Даже в Супербоуле реклама просто avocados from Mexico. Hey! Try this! Avocados from Mexico! They make everything better! Моментов, которые по-настоящему напрягают, они здесь есть? Здесь шумно, кому-то это не нравится. Но в целом очень богатая, веселая культура, много разных людей, много разных национальностей. Мексиканцы тоже, кстати, все на вид очень разные. Какие перспективы у тебя по ощущениям? Будешь пока здесь или еще рассматривать какие-то страны? Вот говорят, сейчас 10 тысяч солдат на американской границе сейчас скапливается, да. Где-то я это уже видел раньше, и поэтому, в принципе, ничего нельзя исключать. Если человек сюда приехал из Челябинска, Перми, не знаю, Костромы, скорее всего, ему здесь будет комфортно. Вот есть много пугалок про Мексику. Русскому человеку будет не страшно. Если вот в Челябинске, да, вырос вот, примерно, мой ровесник, фигня, не бойся ничего. Да. Хорошо будет. Ребятушки, ждем ваш комментарий про Мексику. Многие здесь были. Визу получить 2 минуты. 2 минуты нас заняло. Да, долго лететь, да, не дешево, но есть что посмотреть. Ждем ваш комментарий. Спасибо тебе большое за уделенное время и удачи с работой не только. Merci. Да, ждем ваш комментарий. Привет из Мехико. Увидимся. Пока.